Всем привет, ребята! Сегодня я подготовил для вас еще один очередной гайдик, но в этот раз он будет не про имбы-танки, а про тот танк, который очень специфичен в своем освоении. И данное видео посвящено тяжелому танку Эмиль-1. Это тяжелый танк 8 уровня в шведской ветке прокачки. В общем и в целом я как раз таки докачался до него, выкачал в топ. И поверьте, это было не так уж просто, если не вкладывать золото в его прокачку. Но тут меня ждало совсем другое, когда я перевел его в топ. Я был удивлен, что в топе, что в стоке разницы такой уж ощутимой я не наблюдал. Что до топа я ездил с голдой, что после. Ну да ладно, давайте посмотрим хорошие и совсем не очень черты, а именно поговорим о плюсах этого танчика. И первый плюс — это наше орудие. Да, оно барабанное. В этом барабане у нас 4 снаряда, 320 единиц урона каждый снаряд наносит. Это же хорошо, не правда ли? Пробитие в 217 мм. Это тоже хорошо. В сумме это нам дает комфортную игру только среди танков 7 и 8 уровня. Ну, для 9 и 10 уровня уже потребуются, конечно же, голтовые снаряды. В 242 мм пробития у которых. Далее второй плюс — это наше бронирование, а именно лоб башни. Он составляет 180 мм, но это только на бумаге. А в бою, если на нас смотрит тот же самый ИС-3, который часто всего попадается в бою, то пробивать он будет уже не 180 мм, а в среднем 245 мм, ну плюс-минус, приведенной брони, что для него будет проблематично, ведь шанс пробития всего примерно где-то 45%. То есть с таким лбом мы себя прекрасно чувствуем в бою среди 8 уровней, ну практически 8, если, конечно, они не используют голдовые снаряды. С голдой, конечно, все пробьется. Вот. При условии того, что мы будем показывать только свой лоб и прятать свой корпус. И следующий наш плюс — это углы вертикальной наводки. Они у нас минус 12 градусов. Это даже намного больше, чем у МХ 50-100, французский тяжелый танк 8 уровня, такой же самый барабанный, у которого они составляют минус 6 градусов. Большая разница чувствуется прям в 2 раза. Это нам позволяет прятаться за всякие укрытия, впадины, холмики и показывает только свою башню. Далее идем, и очередной плюс — это отсутствие каких-либо выступающих командирских башенек на крыше основной нашей башни. И это, я считаю, хороший плюс, так как если поездив на ИСе обычном первом, или на 110-м Е5, или на ВКшке 100.1П, сразу понимаешь, что когда вылазишь из-за холмика своей башни, думаешь, пробьет мне ее или нет, так как уже умелый игрок, который насмотрелся гайдов, знает, что пробивать бронированные танки нужно именно в уязвимые места, и начинать пулять именно туда нужно. С Эмилем первым это не проблема. Когда я выкатывался на 8 уровне, в большинстве случаев от безысходности все стреляли в башню. И, конечно же, в большинстве случаев она, конечно же, рикошетила. Итак, это были все плюсы данной техники. Теперь поговорим о минусах. И первый минус — это наше орудие. Да, орудие, скажете вы, так оно является же нашим плюсом. Нет, оно является с одной стороны плюсом, а с другой стороны и минусом. Минус в том, что оно косое. Да-да, косое. И медленно перезаряжается внутри барабана между выстрелами. Оно составляет 3 секунды. Боже мой, это как ждать перезарядки выстрела от ПТ барабана или арты барабанной. На мой взгляд, это очень долго. Даже у того же АМХ 50-100 оно составляет 2,75 секунды. Могли бы, конечно, сделать хотя бы, не знаю, там 2,5 секунды, но никак не 3, очень долго. Ведь если смотреть на другие барабаны ТТ и даже СТ, то у них
Ни у одного нету такой дикой перезарядки в 3 секунды. Дальше и следующий это наша динамика. Следующий минус это динамика. Да, она у нас никакая, ее вообще нету. Возьмем даже максимальную скорость, вот на примере. Она составляет 50 км в час. Но в топе мы ее, в топовой комплектации мы ее не набираем по прямой. И она всегда колеблется где-то в районе 38 километров. А это все из-за двигателя малой мощности. Если бы был бы двигатель большой мощности, у нас бы была бы и максималка большая, и мы бы разворачивались быстрее, и трогались с места быстрее. Поэтому это явный минус. Следующий минус это наш обзор. Его у нас вообще нету. Он составляет 268 метров с учетом установки вентилятора, как сейчас у меня стоит, без боевого братства. Это приравнивается к болезни советских обзоров ТТ, потому что у них у всех плохие обзоры. Поэтому про пассивный свет из-за холма можете забыть. То есть, если выкатываетесь чуть-чуть, там за каких-то кустиков, если, допустим, остались один, в большинстве вероятных случаев, что вас засветят первым. Это были все плюсы и минусы данного танка. Теперь давайте поговорим, какие же перки экипажа надо ставить в данной ситуации. Я буду говорить то, что установлено именно у меня. Командир. Первый перк – ремонт. Второй перк – шестое чувство. Третий перк – боевое братство. Ремонт нам нужен для быстрой починки внутренних модулей. Шестое чувство – для сигнализации нашего обнаружения. А боевое братство для улучшения всех основных навыков экипажа в комплексе. Для наводчика. Первый перк это ремонт, второй перк это боевое братство, третий перк это плавный поворот башни. Плавный поворот башни нам нужен для улучшения стабилизации орудия при повороте башни. На механика водителя. Первый перк это ремонт, второй перк это боевое братство, третий перк это король бездорожья. Король бездорожья нам прибавит немного динамики и разгона. Как всегда я говорю в своих гайдах один маленький совет про перки командира. Сначала прокачивайте первый перк ремонта до 100%. Когда прокачаете, сбрасываете его и ставьте первым шестое чувство перк. Далее прокачивайте второй перк ремонтом, сбрасывайте его и ставите второй перк боевое братство, а третий перк качайте уже ремонт. Так будет более оптимально. Теперь давайте разберем, какие дополнительные модули я бы поставил и которые сейчас у меня на данный момент стоят. Первый модуль это стабилизатор вертикальной наводки. Вторым устанавливаем стабилизацию, и это привод наводки. Третий я поставил вентилятор, ну или в простонародье вентиль. Он нам прибавит нашу стабилизацию и ДПМ немножечко даст, 5%. С расходниками все в принципе просто. Первый это аптечка, второй это ремонт, третий это огнетушитель. Тут уже каждый может ставить все что угодно. В общем, я рассказал основные моменты по данной технике. Наша Эмиль-1 не такая машина, как все. Она рассчитана на более опытного игрока, который полностью раскроет его плюсы и нивелирует его минусы. Если характеризовать танк при этих признаках, то он предназначен для медленной и неспешной игры, так как наша динамика, наша точность орудия не позволяют нам менять направление и моментально уничтожать противника. Единственное, что мне непонятно, одно. Зачем разработчики сделали такую дикую перезарядку снарядов внутри барабана? Если уж убежать мы не можем от врага после выстрела всего барабана, то пускай сделают, чтобы мы могли быстрее разрядить его и уйти на быстрое КД. Опять же, наша точность нам говорит вести бой на ближних и средних дистанциях. Вот это и было бы верным решением с моей точки зрения. А как считаете вы? Напишите в своих комментариях. А если вы согласны, то поставьте палец вверх, то есть сделайте лайк и подписывайтесь на канал. В конце гайда я хочу пожелать всем удачи и всем пока.